Всем любителям электротранспорта привет! С вами Андрей Евгений, компания Skyboard. Очень давно не виделись, и сегодня сразу с хорошими новостями. Сегодня мы презентуем вам обновленную модель электроскутера от компании Skyboard. Это City Coco BR30. Модель не новая, но обновленная. Это BR30 от компании Skyboard. И сразу вам хочу сказать о том, что мы читаем ваши комментарии, мы следуем вашим советам и пожеланиям. И здесь мы исправили некоторые наши, так сказать, болячки и добавили кое-что реально уникальное. Ну а по традиции мы пойдем спереди назад и покажем вам обо всем, что есть на этом байке. Спереди у нас стоит вот такое вот красивое алюминиевое литье. Спереди двойная мотоциклетная профессиональная вилка амортизационная. Вот такие вот две фары, которые являются противотуманными. Они же стробоскопы. Естественно, поворотники, ведь мы должны соответствовать всем правилам дорожного движения, чтобы легально кататься. Мощная фара с двумя режимами, такими как ближний и дальний свет, спидометр. И давайте посмотрим вот сюда. Спереди у нас вот такие вот прозрачные бачки для тормозной жидкости. Почему прозрачные? Да чтобы вам было проще контролировать уровень этой самой жидкости. Кстати, жидкость рекомендуется заливать до 3 или до 4. Все просто, все стандартно. Здесь у нас передний тормоз и слева у нас задний тормоз. Кстати, о тормозах хотелось бы кое-что добавить. Тормоза у нас дисковые и вентилируемые гидравлические, что очень хорошо влияет на качество торможения и, соответственно, на вашей безопасности. А ваша безопасность – это наш приоритет. Ну и давайте посмотрим на нашу переднюю панель, так называемую торпеду. Что же у нас здесь? А здесь есть одно колоссальное отличие, я надеюсь, вы его заметите, но об этом чуть-чуть попозже. Слева направо. Здесь у нас включение фар. 3 режима. Выключен, ближний, дальний. Поворотники, естественно, левый и правый включаются легким нажатием пальца. Очень удобно. Звуковой сигнал. Аж эхо. Посмотрим на наш бортовой компьютер, он же спидометр. Здесь у нас отображается скорость в километрах в час, максимально пройденное расстояние и индикатор зарядки батарейки вот в такой вот индикации. Кстати, иногда наш одометр меняется на зарядку батарейки в вольтах. Вот эта вот красная кнопочка с белым треугольником, как вы уже догадались, это наша аварийка. Мы можем включить аварийку и стоять где-то в темное время суток, даже в светлое время суток ее отлично видно. Здесь у нас держатель для телефона с функцией подзарядки от USB. Сюда можем включить наш телефон. Также здесь есть небольшой такой ползунок, который выключает эту функцию, либо включает. То есть, когда наш телефон уже заряжен, на ходу мы просто выключаем этот ползунок и не тратим нашу батарейку на перезаряд, на что-то там в телефоне. 3 режима скорости. Первая самая медленная, вторая средняя и, естественно, третья самая быстрая. И, о чудо, F и R. F значит фронт, едем вперед. И R, значит вверх, едем назад. Да, мы добавили эту функцию для наших байков. Давайте я вам немножко продемонстрирую. Вот мы сейчас фронт и rear. Для чего это сделано на двухколесном транспорте? Да, просто для того, чтобы упростить ваш разворот. Сами понимаете, что если вы где-то припарковались в не совсем удобном месте, вам гораздо проще щелкнуть выключателем, немножко газануть, выкатить заднее колесо из неудобного положения и уже спокойно развернуться. Но мы вам не рекомендуем ездить на большие расстояния задним ходом, потому что, как Минздрав говорит, это опасно для здоровья. Просто для облегчения вашей жизни эта функция теперь есть. И, соответственно, возможно, вы заметили, а возможно и нет, но у нас пропал замок зажигания. Как же нам теперь завести наш скутер? Соответственно, у нас и отсутствуют ключи зажигания. Мы все сделали кнопкой. Мы установили здесь кнопку, просто включением кнопки. Вот это вот старт-стоп.
наш байк приходит в рабочее положение и мы можем ехать. Дело в том, что мы слышали кое-какие, да даже я бы не назвал это жалобами, скорее пожеланиями, потому что очень много ключей на нашей связке, ведь у нас столько разного. Это и нижняя панель, это и доступ к батарейкам, это и наш багажник, и 5-е, 10-е ключ зажигания. Чтобы уменьшить количество ключей, мы просто сделали доступ с кнопки, как в самых современных транспортных средствах. Ну и, конечно же, важная часть — это зеркала заднего вида. Без них никуда. И мы вам рекомендуем не забывать установить их на ваш байк, потому что будут они в отдельной коробке. Кстати, знаете, что самое интересное? Многие китайцы просто ездят без зеркал, и они даже продают свои скутеры без зеркал заднего вида. Соответственно, зачем они нужны? У них есть такой вопрос. Но у нас все по-европейски, у нас все по-русски, поэтому мы не брезгуем ни зеркалами, ни поворотниками, ни аварийками. Ну теперь давайте поговорим о центральной части нашего ситикока от компании Skyboard. Здесь у нас сидушка для двух райдеров. Она идет у нас с сплошным сиденьем. В принципе, вдвоем сидеть довольно-таки комфортно. Места достаточно. Мы с Евгением постоянно катаемся вместе, и нам не на что жаловаться. Кстати, очень удобная спинка для нашего пассажира. Это вот этот вот пластиковый кофр, но о нем немножко попозже. Итак, давайте посмотрим, какие изменения у нас в центральной части. Кстати, пока не забыл о подножке. Подножка у нас имеет такую функцию, как блокировка. Соответственно, когда мы стоим на подножке, мы крутим газ, скутер не едет. Это сделано для того, чтобы во время остановки или стоянки, если по каким-то причинам мы не выключили наш скутер и случайно нажали на газ, он никуда не уедет, не врежется никуда. То есть спокойно стоим на парковке, слушаем музычку через, кстати, крутую Bluetooth-систему, и ничего не случится. Ну и теперь немножко поговорим об новинках. Что ж, здесь у нас вот такая вот панелька. В нее у нас есть доступ. Откидываем зажимчики и смотрим, что здесь у нас. А здесь у нас место под третью дополнительную батарейку. Посмотрите, это просто шикарно. Мы также получили вашу обратную связь о какой-то эргономике, потому что здесь у нас было просто тонкое сплошное дно. Раньше на других каких-то моделях здесь у нас располагался процессор, либо же вторая дополнительная батарея. Одна была под сидушкой, либо здесь, вторая была здесь. Мы использовали это место под третью батарейку. Батарейку можно сюда поставить такую же 20 ампер на 60 вольт, что даст нам примерно плюс 50 километров к общему пробегу. Мы уже заговорили о батарейках, давайте посмотрим, что у нас с нашими основными батарейками. Откидываем сидушку, и здесь у нас место еще по 2 батареи, соответственно, раз, два, три. 3 батарейки мы можем разместить. Они располагаются в таких вот специальных контейнерах. Контейнеры проклеены вот таким вот шумоизоляционным материалом, и батарейка там не прыгает, не гуляет, не долбится и не шумит никак. Вот такая вот фирменная батарейка от компании Skyboard, 20 ампер часов на 60 вольт. Довольно-таки тяжелая, и, как я уже сказал, пробег она нам может дать от 50 километров. Ну и, соответственно, кроме металлического каркаса здесь мы ничего не видим. Для чего это сделано? Мы прекрасно понимаем, что металл тяжелый, а вес нашего байка напрямую влияет на его пробег и на его максимальную скорость. Поэтому это тоже своего рода эргономика, чтобы снизить вес и использовать наш вес максимально эффективно. Ну и подошли мы к моей любимой вещице, а это наш пластиковый багажник. Здесь вот такие 2 защелки. Откидываем, открываем и видим достаточно большой объем в этом багажнике. У нас здесь, как всегда, чаечки, инструментики. Наша 4-амперная мощная зарядка с процессором и охлаждением. Зарядит ваш байк быстро и правильно. Очень прикольная такая на ощупь и довольно-таки тяжеленькая. Кстати, я много раз упоминал о том, что некоторые недобросовестные поставщики используют дешевые зарядки, что значительно сокращает жизнь вашей батарейки, а также удлиняет время заряда батарейки. Вот. И, кстати, об этом багажнике. Следующее наше изменение. Давайте посмотрим вот сюда. Может быть, вы помните, как раньше крепился этот багажник. Вот здесь была вертикальная плашка, такая же плашка была на креплении нашего багажника. Они просто совмещались и затягивались 2 болтами. Соответственно, площадь соприкосновения была довольно-таки маленькая, и это влияло на то, что багажник довольно-таки сильно ходил. Мы это пересмотрели, и сейчас мы сделали это вот таким вот образом. Во-первых, используем теперь 4 болта. Во-вторых, крепим это горизонтально.
Соответственно, площадь соприкосновения и 4 болта дают нам большую надежность. И такого, что наш багажник будет гулять, долбить, отваливаться, теперь не будет. Смотрите. Ладно, сейчас давайте я сяду на байк, и вы посмотрите на просадку, и можем ли мы задеть как-то вот этой частью наше крыло. Кстати, об этой части тоже. Раньше там были такие два крепления, две ручки, и если вы не настроили ваши амортизаторы, они могли бить крыло, но сейчас мы это тоже убрали. Ну давайте я сяду и посмотрим, насколько же проседает багажник. Евгений, скажите, пожалуйста, есть ли какой-то шанс пробития? Я настолько... Давай я поставлю руку. Давай. Ну, я ни разу не почувствовал никакого прикосновения, поэтому твои 80 с чем 80 с большей половиной. на мою руку никак не повлияли. Да, соответственно, мой довольно-таки большой вес за 85-86 килограмм он не пробил. Ну, и раз уж мы сзади, раз уж мы попрыгали на нашем байке, давайте расскажем вам про систему амортизаторов сзади. Как всегда, на наших моделях мы ставим регулируемые амортизаторы. Вот такие вот, посмотрите, красавцы. Пара стоит сзади. Здесь у нас пружина. И при помощи вот этой гайки можно ее делать жестче или мягче. Мы же любим пожестче, поэтому мы немножко ее скрутили примерно на 10-12 миллиметров. И теперь наш байк стал немножко пожестче. И ходовка стала намного более упругая, нежели если мы расслабим пружину. И сюда мы можем закачать воздух при помощи манометра и регулировать давление воздуха. Мы также можем в наших амортизаторах. Мы, кстати, проводили эксперимент с нашими амортизаторами. Вы можете посмотреть его на нашем же канале. Мы ездили по бездорожью на жестких амортизаторах и на полностью скрученных. Не буду вам говорить о результате, но посмотрите видео, думаю, вам понравится. Кстати, мы увеличили количество витков на нашей пружине и также увеличили объем вот этого бака. Соответственно, наши амортизаторы стали более вариативные и более лучшего качества. Ну и по мелочам. Естественно, не забываем про подножки для вашего пассажира, ведь комфорт прежде всего, когда вы катаете вашу девушку или вашу потенциальную девушку, она должна получать только удовольствие от езды. И вот мы уже на нашем байке BR30. Наш телефон-держатель для телефона, а значит настало время испытать нашу Bluetooth-колонку. Мы законнектились по Bluetooth. И сейчас мы включим песню под наше сегодняшнее настроение и как следует покатаемся. С вами, как всегда, компания Skyboard, Андрей, Евгений, электроскутеры Skyboard. Погнали! Так, ну, надо задать ему жару, нужно прокатиться по каким-нибудь буеракам. И вот мы нашли вот такую вот тропинку и посмотрим, что нас ждет внизу. Так, ну что, убираем ноги. В принципе, ничего сверхъестественного не ощущаю. Едет себе, доедет. А вот теперь на мелкие камушки, кстати, подвеску мы немножко сделали пожестче и посмотрим. Ну, в принципе, жестко. Нигде не пробивает. Все как надо. Самое интересное, сможем ли мы отсюда выехать. А сейчас я покажу вам, для чего, собственно, задний ход. Просто включаем задний ход вот такой вот штучкой. И с комфортом разворачиваемся. Главное не переборщить. Вот мы и внизу, а сейчас посмотрим, сможет ли он выехать. Ноги убрали. Как там сзади у нас по пробитию? Вроде все нормально. Даже если вот так вот попрыгать, ничего нигде цеплять не должно. Ну, в такой резкий угол он еще и скорость набирает. Это отлично. Я буквально чуть-чуть держу газ, чтобы лучше контролировать равновесие.
по таким вот камням прыгаем, но он едет и... Знаешь, почему гремит? Почему? Потому что багажник не закрыт. А, да? Багажник забыли закрыть. Ну ладно. Это не страшно. Ну и по той же тропинке, через которую заехали сюда, выехать. Главное не наехать на змею. А змеи здесь есть. Я напоминаю, что мы в Китае. Конец сентября. Жара. Градусов, наверное, 28 сегодня. Ну как жара? Для нас это совсем не жара, но для вас, я думаю, что довольно-таки жарко. В принципе, по бездорожью он катается вполне уверенно. Мы поднялись в такой подъемчик, мы проехались по камням. Но другого ожидать и нельзя было, потому что модель, напоминаю, не новая. Это у нас, так сказать, доработанная модель. И все эти доработки прекрасно работают. И меня это очень радует. Надеюсь, это также порадует вас. Ну а сейчас мы немножко прокатимся и поедем на испытание максимальной скорости. Полигон дымится, значит, мы уже готовы к испытанию скорости. Погнали! Так, а я напоминаю, что у меня в руках, а может быть и в ногах, модель BR30 от компании Skyboard, сети Кока, мощность 3000 Вт, батарейка 20 ампер, 60 вольт. Собственно, взлетная полоса чиста. Погнали! Испытание максимальной скорости. Вальяжный такой наборчик. Этот вальяжный наборчик чувствуется даже при условии того, что стойки у нас сделаны на жесткий режим. И вот уже скорость у нас составляет 50. Какой ветер встречный? 53, 54, 55. 55 километров в час. Так, не забываем про такую вещь, как частота эксперимента. Потом сделаем то же самое в обратном направлении, чтобы исключить вот эти все какие-то подъемчики, спуски и найти нашу истинную максимальную скорость. Итак, что у нас? 3000 Вт, 20 ампер, 60 вольт, скорость уже 41, 42, 44, я надеюсь, вам видно, 45, 46, 7, 9, 50, 1, 52 километра в час мы достигли скорости. Оп. Все, приехали. Я думаю, эксперимент удался. Так, ну, можно сказать, мы прокатились по 4 разным дорогам, чтобы исключить какие-то вот эти вот моменты пригорков, спусков, подъемчиков и так далее. И выяснили, что в любом случае мы превысили отметку 50 км в час. И вот на этом участке дороги у нас скорость составила в ту сторону 55 км в час. Прибор зафиксировал это как максимальную скорость. И в обратную сторону мы разогнались до 52 км в час, причем он еще чуть-чуть продолжал разгоняться, возможно, бы достиг 53-54 км в час. Соответственно, мы можем заявить, что максимальная скорость данного байка от компании Skyboard, а именно BR30, составляет 54-55 км в час. Ну, давайте не будем списывать со счетов все-таки мой лишний посткарантинный вес, поэтому я думаю, что, может быть, кто полегче, может разогнать до 57-8 км в час. Друзья, вот и подошел к концу наш обзор на обновленную модель сети Кока от компании Skyboard BR30. Вы уже много раз слышали про BR30, вы видели BR30 в различных испытаниях. И именно сегодня на обновленной модели мы хотели вам показать то, как мы читаем ваши комментарии, как мы заботимся о ваших интересах, как мы доработали данную модель. Давайте вкратце пройдемся по доработкам. Во-первых, мы избавились от огромной кипы ключей и сделали кнопку включения. Точнее, мы в принципе убрали замок зажигания. Дальше мы сделали задний ход для того, чтобы вам было удобнее разворачиваться и маневрировать. Но еще раз напоминаю, что я вам не рекомендую просто кататься задним ходом, потому что это небезопасно. Мы использовали свободные какие-то расстояния, какие-то свободные пространства на нашей раме, чтобы сделать этот байк еще более дальноходным. То есть мы добавили место под третью батарею, и в совокупности этот байк может проехать более 150 километров.
Также мы учли ваши замечания по поводу того, что наш багажник не совсем надежный, что наш багажник касается крыла. Мы полностью переработали вот эту часть, мы убрали вот эти вот ручки, мы сделали большую площадь соприкосновения, и теперь очень сложно сделать так, чтобы наш багажник повредил наше крыло. Да и в принципе вся конструкция стала намного надежнее. В общем, мы постарались для вас, а вы знаете, это дорогого стоит. Вы, наверное, смотрели видео о том, как производится сетикока от компании Skyboard, где мы прошлись по заводу. А если не смотрели, то заходите на наш канал, ищите это видео и смотрите. Возможно, будет ссылочки в описании. И что это очень сложно переделать целую раму, но мы сделали это ради вас. Друзья, если вы хотите посмотреть другие наши модели, если вы хотите посмотреть на наш выбор цвета или же комплектации, пожалуйста, заходите на наш сайт skyboard.store. И если вы уже выбрали модель для вас, записывайтесь на тест-драйв. Вот наши города присутствия. Звоните, приходите, щупайте, смотрите, нюхайте, пробуйте, катайтесь и приобретайте сетикока от компании Skyboard. Ну а с вами были, как всегда, Андрей и Евгений. Компания Skyboard. Пока.